2, 1. Наш мир полон чудес. И мы приготовили для вас еще одно чудо. Продолжение сезона «Орел и решка. Чудеса света». В новом сезоне мы объедем все континенты, чтобы увидеть 20 самых удивительных мест нашей планеты. Нас ждут бескрайние пустыни и необитаемые острова. Самые веселые праздники и самые страшные обычаи народов мира. Не надо, у него кровь! Таких чудес света вы еще не видели. Ой. Но я же говорил, будет круто. Наслаждайтесь. Хочу все. Смотри, у тебя тоже кабриолет. Видел? Как тут круто. С премиальной картой MasterCard могу позволить себе все, что угодно. Класс, бабу тебе слепим. Ой, хорошо. Растает от тебя. Всем привет, это Орел и решка. Чудеса света. И мы прилетели в Норвегию, город Тромсё. На сафари за северным сиянием. Это просто мечта. Мам, не переживай, я в шапке, в ближайшие 2 дня ее точно не сниму. Мам, ну хорошо, покушает из нас только один. А кто? Узнаем сейчас. Это я. Орел? Решка. А. Да ты ж не расстраивайся, чтобы смотреть северное сияние, деньги не нужны. Ой, Полин, не расстраивайся. Чтобы смотреть на северное сияние, ножки не нужны. Подними меня! Закажи себе эвакуатор килограмм на 120. Вертолет мне сюда! Даже есть деньги. Далеко на севере, за полярным кругом, можно увидеть чудо, которое дарит нам сам космос. Северное сияние. Самое грандиозное световое шоу на нашей планете. Это чудо такое неуловимое и непредсказуемое, что каждый, кто его увидит, может считаться счастливчиком. В этот уикенд мы отправляемся на охоту за северным сиянием. И без добычи обещаем не возвращаться. Ой, Господи! Достаньте! Достаньте меня! Достаньте, пожалуйста! Мы прилетели на север Норвегии, в маленький городок Тромсё. И сразу облом. В норвежских аэропортах нет обмена валют. Так уже было, когда мы приезжали смотреть на норвежские фьорды. Но тогда деньги на проезд удалось обменять, купив что-то в магазине. Поступлю так и сейчас. О, самое дешевое. $1.20, какая-то жвачка. Hey, one more time. Can I buy it with dollars? Yeah. But I can take like 100. It's too much? Because I need Norwegian exchange. Окей, thank you. Ладно, попробую поменять сразу у водителя.
Ну, тут сразу видно распределение. Человек с безлимитной картой туда, человек со 100 баксами туда. Hi. Hi. Can I pay with dollars? Only the card. Норвежцы почти полностью отказались от налички. Здесь ею пользуется всего 3% жителей. Так, в автобусе за доллары тоже не уехать. Слушайте, ну с другой стороны, до центра меньше 6 километров. Все, не дойду. Прогулка, свежий воздух, спорт, обморожение. Но и экономия целых 13 баксов. Встречайте, мой северный олень. Porsche Cayenne GTS. Вот идеальный вариант для миллионера. Снаружи это изящная фотомодель, но под капотом зверь с остальными мышцами. Стоит такая красотка нехилые 100 тысяч баксов. А еще мне нравится в этой машине вот это. Поехали! Охота на северное сияние объявляется открытой! Город Тромсе находится в 300 километрах за полярным кругом, на самом севере Европы. На улице минус 6, но по ощущениям все минус 26. Серега? Вот, красота! Какая панорама открылась. Ребят, вот так вот едешь за хлебом, поворачиваешь, а тут вот это. Какой хлеб? Я все забыла тут же. Посмотрите. Зимой за полярным кругом день невероятно короткий. Рассвет в 10 утра, а в 2 дня уже закат. Всего 4 часа солнечного света. Но зато какого! Вы серьезно? Заполярье, оно очень странное. Тут все не так, как у нас на юге. Снег может лежать и 10 месяцев в году. Но, кажется, норвежцам все равно. Они мотаются на работу на лыжах и даже на велосипедах. 6. Класс. Итого, за время пути я встретил 6 велосипедистов и одного чуть не убившего меня лыжника. Ну вот, вот он и город, Тромсе. Не так уж это было и сложно. Фух. Красиво. Нашел обменник и наконец-то смогу поменять $100 и позволить себе попить. Еще останется. Может быть. Hi, excuse me, can I exchange money? Dollars. And do you have some percent? Normally we have 45 pounds commission. Yeah. Yeah, for the first time exchange. Yeah. If you want to exchange again, you can show the receipt. Получается, если ты приходишь с чужим чеком, то комиссия тоже не взимается. Надо найти кого-то слабее меня. Excuse me, did you change money here? Yes. Yeah? Is it okay, of course? Yes, it's the same. And you have a check?
check. Can I take your bill? Yeah. No, yeah, but I'm coming. Ah, you need it. Yeah, I need it. I'm coming. Ah, Yeah. I understand. But it's less than If for 1 minute, upon 1 minute, I will change and give you back. It's okay? Maybe, yeah, maybe we'll try. Да, зажиточные пенсионеры. Если у вас нет ни стыда, ни брезгливости, можно поискать в мусорке возле обменника использованный чек. Он сэкономит почти $6 на комиссии. Шанс, что это сработает, 1 из 100. Hi, sorry, I forget that I changed money before. Yeah, I have check, $100. You're welcome. Так, а новый чек теперь можно за 20-ку продать. Можно смотреть на Норвегию и из окон машины. Но если на безлимитной карте есть лишние $1300, то полярными красотами надо любоваться свысока. We're ready. Yeah, we're ready. Go? Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Слушай, пилот реально очень молодой. Ему от силы, может быть, 19 лет. Я надеюсь, что он раньше летал. Ай-яй-яй-яй, это очень красиво. Ой, мы летим прям в горы туда, прям к пикам гор. О, мы летим прям вот над пиками. Ай, ребята, это очень красиво. Вот она, Земля за полярным кругом. Белая, дикая, холодная. Обычно, когда на вертолете взлетаешь в горы, снег только на самой вершине. А здесь просто так все заснежено, куда ни посмотри. Высокие горы разделены длинными морскими заливами, фьордами. Из-за теплого течения Гольфстрима фьорды никогда не замерзают. С высоты видно, как там, где они кончаются, начинается Северный Ледовитый океан. Это просто что, это amazing, это, блин, miracle, и все вот эти эпитеты. Обалдеть! Так красиво, настоящая северная красота. Это ворота в Арктику. Если верить сказочнику Андерсену, именно тут живет снежная королева. И именно в этом краю нам предстоит увидеть наше чудо света – северное сияние. Божечки, как красиво. Полярное сияние можно увидеть только недалеко от полюсов Земли. Поэтому северный городок Тромсё – это идеальное место для встречи с чудом света. Во всем мире его называют столицей северного сияния. Did you see the North Lighters? Yes. Yeah? How it was? It was great. I have seen it. Yeah? Many times. Yeah, I've seen many times before. Ah. Oh yes, of course. Oh, cool. Cool. And for you, it's like usual? Or... Yes, yes, yes. Для местных сияние
Привычная штука, как для нас радуга. Но туристы из стран поюжнее считают его невероятным чудом света. И ради небольшого шанса его увидеть, готовы переться на край географии и платить любые деньги. Норвежцы это поняли и построили вокруг сияния огромный туристический бизнес. Сияние показывают в планетарии. Оно тут в книжках в библиотеке. Его продают на DVD-дисках. Тут построили кучу отелей с прозрачными крышами и стенами, чтобы смотреть на сияние. Чтобы не проспать разноцветное чудо, в отелях есть услуга «Будильник». Разбудят в случае северного сияния. Даже придумали мобильное приложение, которое показывает вероятность сияния. Понимаете, да? Это чудо настолько редкое, что встречает его во всеоружии. Конечно, увидеть северное сияние за 2 дня – шанс мизерный. Люди гоняются за ним неделями. Поэтому, чтобы богатенькие туристы не расстраивались, если не увидят сияние, их тут всячески развлекают. Кормят, поят, показывают оленей, волков, селят в прозрачные кабинки. Все, что хотите. Ну а если увидел сияние, молодец, мы же говорили. Ой! В эти выходные я возьму себе самые дорогие туры и интересно проведу время в погоне за сиянием. Хорошо, что северное сияние светит абсолютно для всех. Так что даже у туриста со $100 есть шанс его увидеть. В интернете туры на просмотр северного сияния начинаются от $110. Грабеж хуже викингов. Я попробую договориться на месте подешевле. Hello. Добрый день. А я хочу увидеть северное сияние. Какие у вас самые дешевые туры? Самый дешевый – это групповой тур на автобусе. Автобус выезжает отсюда в пригород в поисках лучшего места для встречи с сиянием. А сколько он стоит? Автобусный тур – 950 крон. Это около $100? Да, чуть больше 100. А что в этот дешевый тур входит? У вас будет большой автобус с туалетом, а после тура вы получите фото с сиянием. А если я возьму тур, то 100% увижу северное сияние? Никаких 100%. Мы не можем ничего обещать. Все зависит от погоды. Ну, в общем, с моими $100 тура мне не видать. Но есть один вариант. В Норвегии очень популярно такое жилье, как хита. Ну, что-то вроде наших загородных дач. Если попробовать найти и забронировать там какую-нибудь комнатку, то, в принципе, можно решить проблему и с жильем, и с просмотром северного сияния. Во, хороший вариант. Стоит, правда, $50, половина бюджета, но все равно дешевле, чем туры. Внутри за городом, горы красивущие, водоемчик, фотка северного сияния, значит, я его увижу. Не будут же врать и брать из интернета. Так, только как туда добраться? Телефон хозяина. Hi, sorry, it's Jonathan. Yeah, I want to rent room today for night. Yeah, it's free. One. Yeah, just for me. Is it far to get from Tromsø to your house? Buses, how to do it? Really? Okay, thanks, bye. $60, больше половины моего бюджета, но, кажется, я нашел и где ночевать, и, возможно, увижу чудо света. Правда, дом этот за городом, за хлебушком в ближайший супермаркет не сгоняешь. Надо запастись провизией сейчас. Если северное сияние и покажется, то только ночью. Поэтому днем я взяла себе одно из самых дорогих развлечений. Спа на корабле посреди Северного Ледовитого океана.
Почти за $3000. Hello. Добро пожаловать на борт. Ой, по-русски. Спасибо. Ждали. Меня зовут Алина. Здравствуйте, меня Эдуард. Ой, приятно познакомиться. Мне вообще кажется несправедливым, то, что когда люди думают про отпуск, это всегда какие-то теплые страны, пальмы. Отчасти я их очень понимаю. Но это ничем не хуже. Это прям что-то особенное. Вот честно, эти горы, это ледяная, абсолютно прозрачная вода. Ребята, сегодня я узнала, что такое съемка 8К на смартфон. Вы только посмотрите. Можно рассмотреть каждую деталь. Это очень круто. Ну, конечно же, меня интересует самое главное. Как часто вы видите чудо света, северное сияние? Это самый популярный вопрос в Тромсе. Уже работая здесь где-то около 3 лет, могу сказать, что 3 раза за сезон в прошлом году я видел то, что показывают на картинках, а в этом сезоне видел только 1 раз. В чем главная фишка нашего северного круиза? Если погода нам позволяет, можно искупаться в ледяной воде. Так. Как здорово! Как здорово! В принципе, не опасно, особенно после баньки. А так, если вы не готовы, и в такой ледяной воде, в принципе, выжить больше, чем 5 минут. Подождите, невозможно. 5 минут? 5 минут, то мы будем засекать? Ну, то есть это реально опасно? Если вы прыгнете в воду, вы не будете там дольше 20 секунд. Вы сразу же выйдете. Она, правда, холодная. То есть, если я сейчас буду гулять по судну и случайно вывалюсь за борт, и вы меня не услышите, что я там, эй, помогите, 5 минут, и все, и кранты? Да. Ой, 5 минут. Капец. Оказывается, у СПА на корабле есть свои правила. Сначала нужно зайти в баню, хорошенько там попариться. А вот потом сигануть прямо в ледяную воду Северного Ледовитого океана. Господи, уже холодно сразу, 10 секунд и сразу холодно. Куда идти нырять? Сюда, что ли? Да. Вот сюда прям? Прямо сюда. А прям нырять? Прямо нырять. А может спустюсь по лесенке как-то? Лучше нырять. Так, Так легче вы меня будет. спасете. Блин, это так капец. И вы меня выловите, да? Без тапочек ныряю. Ёшкин. Я не потеряю сознание там, нет? Быстрее. Давай, доставай. Хорошо? Ой, господи! Достаньте! Достаньте меня! Достаньте! Пожалуйста! Пожалуйста! Если вы в Тромсе мерзнете, как я, и бедны, как я, то есть отличный лайфхак, чтобы согреться. Во многих отелях и даже супермаркетах можно бесплатно угоститься горячими напитками.
пить я больше не могу. Теперь точно так же ищем бесплатный туалет. И побыстрее. А прям нырять? Прямо нырять! А может спущусь по лесенке как-то? Лучше ныряй. Как? Так А легче вы меня будет. спасете? Блин, это так капец. А, и вы меня выловите, да? Без тапочек ныряют. Ёшкин. Я не потеряю сознание там, нет? Быстрее. Давай, доставай. Хорошо. Ой, господи! Достаньте! Достаньте меня! Достаньте! Пожалуйста! Пожалуйста! Станьте на веревку ногу. На веревку ногу. Станьте ногу на веревку. Я не чувствую ног. Сразу в горячую воду. Наверх. Беги быстрее. Я не знаю. Там наверху. Боже мой! Я не чувствую ног вообще! Сейчас, одна секунда. Вот лесенка. Прыгай, горячая вода. О, Боже! А! О, Господи! Что это было вообще? У меня лед на волосах! У меня лед на волосах, ребята! Да, это, конечно, самый жесткий экспириенс в моей жизни. Страшно было? Ну, я запаниковала в тот момент, когда я пыталась выгребать уже наверх, а у меня с телом что-то начало происходить, и оно как будто бы не слушается меня, ноги не слушаются. Я даю команду мозгом на эту веревку наступать, а у меня нога просто как будто бы не моя. Ага. Ну это от холода. Ну, понятно. Поэтому я и находился в воде. Ну, то есть без вас шансов нет подняться? Нет. Не повторяйте это никогда. Девушек нет. Ну. Вода, кстати, -1, -2 градуса. Мам, выключи телевизор. Начинает на где-то -1,8. То есть сейчас я нырнула в -1. Так точно. Ребят, ну это просто... Сказать, поэтому... Мне нужно, чтобы вы засвидетельствовали, что я прямо сейчас покорила 5-й океан. Она сейчас покорила 5-й океан. Бюджетники, ловите съедобный лайфхак, как тратиться в норвежских супермаркетах чуть меньше. Дело в том, что продукция, у которой скоро выходит срок годности, здесь гораздо дешевле. Нужно найти холодильник с надписью «Love Price». Тромсяне настолько умные, что складывают весь оцененный товар в один холодильник. Вот он тут весь. Вон рыбка. Стоила 66 крон. Сейчас 39, скидка 40%. Срок годности еще 4 дня. Нормально. Все равно, даже с уцененкой для меня дорого. Так. О, салатик за $1. Колбаса $1,5. Молоко где-то $1.20. Нормально. Ну, салатик, колбаса, молоко. Нормально. Надо бы еще соленый огурчик и селедочку, и праздник пролетит. Hi, Jonathan. Yeah. Yeah, I'm ready. Yeah. О, это вот его. По номерам его. Там хаски! Там живой хаски. Джонатан, это ты? Понял, понял. Excuse me. It's you. It's... Yeah, sure. Ah, you are Jonathan. Yeah, sure. Jonathan, nice to meet you. nice to meet you. Nice to meet you. Oh, I'm ready. Yeah, then let's We go right now? Yeah, Okay. Can I go on the back place near the husky? You can get him with you if he's okay. Ah, what is his name? Maldo. Малду? Baldo. Балду. Okay, that's good. Пахнешь Норвегией. Пойдем. Oh, very good. Подожди, не жри меня. Не жри меня. Не жри. В принципе, можем уже никуда и не ехать. So now we are going to your house, yeah?
This, huh? Is it far? It takes 30 minutes to arrive there. And you know, I tried to catch the north shine. Is it difficult from your place, from this house? No, if it's clear the sky, you will see almost every night. Yeah, that will be fantastic. And what is the best time to see? О, будь здоров, спасибо. О, я слюнявый. 8:30 in the night, 9:30 in the night, until 12, 1, but can be all night. So you should be ready every. It's coming, maybe they are coming for 5 minutes and then they disappear. Or you can see them maybe 2 minutes and then they disappear and then they are coming after. Эх, ну что ж, буду ждать. Сегодняшняя моя ночевка для кого-то покажется настоящей сказкой. Кто-то скажет, что это полное безумие. Но то, что не будет равнодушных, это 100%. Такого в «Орел и решка» мы еще не снимали, вы понимаете? Я первопроходец. Буду ночевать сегодня в сугробе. Нет времени объяснять, рот мерзнет, идем. Обалдеть. Добро пожаловать в мой ледяной отель Ice Dome Тромсё. Как это здорово, блин! Поверить сложно, это все просто изо льда сделано. Ты смотришь, кажется, что это какой-то пластик, который подсветили лампочками, но ты сразу не понимаешь, что это лед. Да, это лед. Игра льда и света создает какую-то просто сказочную атмосферу. Ты ходишь и как ребенок цепляешься за каждую деталь, потому что все настолько интересно выглядит. Тут даже есть каминный зал изо льда, ресторан и ледяной бар с ледяными рюмками. Ваше здоровье. Ой, холодная. Там был морс, если что. Ну все, это точно сказка про Снежную королеву. Посмотрите, ну это тот самый трон. Так прикольно, ребята, вы понимаете, это трон изо льда. Как красиво. И начинаешь замечать эту кропотливую работу, утонченность. Вы посмотрите, сколько здесь деталей. Там огромное дерево. Какое-то лицо викинга. Один только трон, просто как какой-то элемент искусства. Это вау, ребята. Но это фантастика. Чтобы построить ледяной отель, привезли десятки тонн озерного льда из Финляндии и наняли лучших скульпторов из Китая. Хороший. А, холодно. 5 недель, 180 тысяч долларов. И вуаля, ледяная гостиница готова. Уникальность этой красоты в том, что увидеть ее можно только пару месяцев в году. Через 2 месяца все это растает. А следующей зимой здесь вырастет совершенно новый ледяной отель. Представляете? Сам отель по площади огромный, но в нем всего 7 номеров. Тут в каждой комнате свой арт-объект. Прям целая картина на всю стену. Есть комната с волком, рысью, филином, эскимосом. Тут медведь. Господи, это прям целая скульптура. Туристы победнее платят $100 и приезжают сюда просто поглазеть, как в музей. И только богачи могут позволить себе здесь переночевать. Так что выберу-ка я себе комнату с медведем. И сколько стоит здесь переночевать? Одна ночь стоит 1200 евро. Так, подождите. За 35 тысяч гривен я получаю просто ледяную кровать с матрасом и снежного медведя над головой. И это все?
Только вот я не пойму одного, где другие блага человечества. Туалет, например. Душ. Это же ледяной отель, поэтому разместить все удобства невозможно. Но рядом есть гостевой дом, внутри комната с камином, и ванная с душем и туалетом. Хорошо, а если я замерзну ночью, что мне делать? Вы не замерзнете, потому что у вас будет очень теплый спальный мешок, специально для таких экстремальных условий. Но если вам все-таки будет холодно, можете переночевать в гостевом домике. Ну, это хорошая новость. Это утром нашли бы меня вот так вот под этим медведем. Норвежцы ценят удобство и время, поэтому почти не используют наличные. Так что с премиальной картой MasterCard чувствую себя здесь как рыба в воде. This is your room? This one? Yeah? Yeah. His name is Jersey. Okay, So I you will can find. go inside there. Thank you. Welcome. Тут разуваются. Главное, снаружи это напоминает такой уютный домик, а внутри то ли купе, то ли общага. О, вот это моя. Вот это. Мать моя скандинавка. Саня, разгуляемся. Это все. Я бы даже сказал, не норвежский минимализм, а такой человеческий минимум. За $50 я получаю стол, кровать, шкаф, зеркало с разводами, мусорку с остатками предыдущего хозяина и целую вселенную. А еще здесь общий туалет и душ с горячей водой. Кухня с горячей едой. Хозяин с горячей душой. И я с горячим желанием увидеть северное сияние. Можно остаться ждать северное сияние в отеле, но в стоимость моего номера за $1300 входит тур «Охотники за северным сиянием». Это поход в чащу леса. Там темнее и больше шансов увидеть наше чудо. Окей. Конечно, так просто в темный заснеженный лес ты не пойдешь. Для этого нужны специальные штуковины – снегоступы. Я в таких в первый раз. Они идеально подходят для прогулок по снегу. Чем больше площадь твоей стопы, тем меньше ты будешь проваливаться в снег. Только идти нужно широко расставив ноги. Если наступишь на ногу, мигом упадешь. Хорошо. Ой! Как будто на 2 ракетках теннисных иду. На них, конечно, гораздо удобнее. Ты действительно не проваливаешься под толщу снега. Это так прикольно. Такой вездеходик. Вот дома, чтобы я пошла в лес куда-то. Что? Да не в жизни. А здесь, в Норвегии, это же совсем другое дело. Ты охотник на северное сияние. Ты прям экспедитор. Я тоже вышел на охоту за северным сиянием. Ну, я готов. Показывайте. Итак, ребята, пошаговая инструкция, как смотреть сияние. Оказаться за полярным кругом, дождаться ночи, смотреть вверх. Кажется, я понял. Идет снег, а значит,
над нами облако, а когда облачно, никакого северного сияния не увидишь. Значит, буду ждать. Ну все, снег закончился, небо чистое, видно звезды. Ждем сияния. Хотя говорят, что иногда фотокамерой видно гораздо лучше, чем глазом. Секундочку. Не, надо свет выключить. Это северное сияние. Я вам говорю, это северное сияние. Ничего и понять не могу. Глазами смотришь, это какая-то серая дымка, обычное облако, но в камере, видите, вот это голубо-зеленое. Это северное сияние, ребят. Поздравляю. Мы увидели чудо света. Представляете? Часто люди даже не знают, что они видят над собой северное сияние. Но то, что было дальше, не поддается никакому описанию. В это невозможно поверить. За северным сиянием люди гоняются месяцами, а мы приехали всего на 2 дня. Шансы были просто ничтожны, но я в первую же ночь его поймал. Как тебе такое, Антон Птушкин? Блин, ну как бы хотелось это глазами своими увидеть, и не только через объектив. Что вообще такое северное сияние? Все дело в Солнце. Во время сильных солнечных вспышек заряженные частицы несутся в космос, образуя солнечный ветер. Магнитные полюса Земли этот ветер притягивают. И когда частицы сталкиваются с нашей атмосферой, возникает волшебное сияние. Магия! Ну магия же! Блин, хочется еще смотреть и фоткать, но рук не чувствую, ног не чувствую, желание смотреть на чудо света чувствую. У меня ж в номере есть окно, буду фоткать оттуда. Такое чудо, как северное сияние, не подвластно даже человеку с безлимитной картой. Можно выложить кучу денег и взять самый комфортный тур, а оно может так и не появиться. Но, как я и говорила, чтобы богатый турист не расстраивался, что потратил свои деньги, его развлекают и вкусно кормят. Друзья, это кайф. Прямо на костре. Мне приготовили норвежский лосось с овощами. Как же хорошо! It's so tasty, thank you. Yeah. И вот самое интересное, ты сидишь такой, нахохлился, костер, тебе вкусно, и ты вроде как уже и забыл, что не встретил северное сияние. Ну, как бы уже не так обидно. Молодцы они, конечно. Вокруг тебя водят такие хороводы. И, в принципе, эта атмосфера на самом деле классная. Мне кажется, ночевать я буду здесь в итоге.
Ну вот и настал момент самого интересного. Как, собственно, я буду спать в этом холодном месте? Для начала нужно снять одежду, оставить ее в этой теплой комнате, потому что она за ночь превратится просто в ледышку. Дальше ты берешь спальный мешок, набор полотенец и чистую простынь внутрь этого спальника. Но самое веселое будет, когда я сейчас обернусь спальником и практически раздетая буду бежать через улицу в свою комнату. О, куда? Где этот вход, блин? Ой. Где он там, этот номер? Так, хорошо. Ой, холодно. Так, хорошо. Она застряла. Что это за игра на выживание, не пойму. Надо было куртку брать с собой и просто в куртке сюда нырять. Ну, давай. Богачи-извращенцы, блин. 1200 евро. Вы что, с ума сошли? За то, чтобы выжить. Ой. Помогите. Это какой-то... Это сюрреализм какой-то. Мне не нравится это все. Ой, блин. Сейчас. Так. Я как кавказская пленница. Наши дни. Блин, ребята. Это вообще не смешно. Я до утра тут просто окоченею. Блин. Но то, что фонит от постели холодом, этот лед я чувствую прям поясницей. Это красиво вот так прийти погулять, да, это прикольно, очень в барчик там сходить, эту рюмочку подержать. Но спать, ребята, это они должны еще мне заплатить за то, что я вообще выдержу это все. Ой, не, ребят, я просто застужу себе почки, поясницу. Надо какие-то грелки. А какие грелки? Здесь все растает. Ну, это прям холодно. Я попробую уснуть. Спокойной вам теплой ночи, ребята. Ты просто хотя бы приходи проверять, дышу я или нет. Увидеть северное сияние – это мечта каждого путешественника. Самый жесткий экспириенс в моей жизни. И то, что мы поймали его в первый же день – немыслимое везение. Поздравляю! Мы увидели чудо света! Увидишь ли ты чудо или нет, зависит только от каприза природы и твоей удачи. Совсем другое дело. Ты охотник на северное сияние. А любой тур, дорогой или подешевле, это просто изящный способ выдурить у туриста деньги. Никаких 100%. Мы не можем ничего обещать. Но наша охота на северное сияние на этом не заканчивается. Сейчас все будет. Ну, берегись.
И уже на следующей неделе смотрите продолжение наших полярных приключений. Аттракцион на разок. Дурак со 100 баксами, дома сиди. Упадешь тут, умрешь, снег, башка попадет, мертвый будешь. Окей. Это страшно. Ой, какие у тебя рога. Самый лучший способ познакомиться с оленями. Начинается, ребята. Все, тушим свечи.